Доброе утро, друзья! Вы на моем канале, я рада вас приветствовать. Сейчас 5 часов утра, и мы уже стоим в пробке. Сегодня мы отправляемся в Альпы, и нас ждет трехдневное незабываемое путешествие. Давайте смотреть. My mind's playing tricks. 5,40 стоит кусочек пиццы, как целая пицца у нас в городе. Ну и не такая уж она и классная, если видите. Пышная, ни о чем вообще пицца. И очень супер дорогая. Ну а мой завтрак это брioche с мармеладом и капучино. Все это обошлось мне в 3,20. Обычно это стоит 2,20. Невкусно вообще, булка не свежая какая-то, не сладкая, кофе горький. Все плохо и все дорого. Плохо и дорого, плохо и дорого. Чтобы водитель не был слишком строг, буду его развлекать. Мы находимся у подножья Альп, но ехать нам еще не так уж и мало. Сколько? 106 километров от Австралии, еще сколько там? Вот оно, Тренто. Но мы здесь не останавливаемся и проезжаем дальше. Еще полчаса по автостраде, и потом нам откроется шикарнейший пейзаж. Сворачиваем на Бользано Северный. 500 метров на развилке держитесь левой стороны. Снег лежит на вершинах, друзья. За бортом всего 28 градусов. 25. Уже 25? Мы приехали из жары в 35 градусов. Хорошо, когда встречки нет. Да, здесь прохладно, действительно. Смотреть только какая-то гора огромная по сравнению вот с теми домишками, которые там стоят. Коровы, какие они красивые, классные. Мы на 7-е небо едем. Офигеть. Все выше и выше поднимаемся. Растительности здесь уже практически не осталось. Остается только трава здесь и скалы. Деревьев уже нет. Становится холодно, меньше 20 градусов. Ваше место назначения находится слева. Отель Мария Флора, это вот это да. Офигеть, как мы приехали. Друзья, вы меня видите вот в таком пейзаже, в таком прекрасном месте. У меня пока еще немного подергивается глаз от увиденного и немного дрожат коленки. Оказаться в таком месте, где я даже выше всех деревьев. Вот там отель Мария Флора, в котором мы заселимся и будем жить до воскресенья. Мы будем ночевать там 3 ночи. Но это охренительно, ребят. Я вообще не знаю, что я хочу. Отель Мария Флора находится в Доломитовых Альпах на высоте 2244 метра. Сразу входя в номер, мы видим маленькую комнатку. Есть небольшой шкаф, сейф, есть зеркало, кровать, достаточно жесткий матрас, маленький телевизор и столик с 2 стульями. На полу лежат ковры, а за окном, друзья, Доломитовые Альпы. У меня кружится голова, я не знаю, то ли от волнения, то ли от свежего воздуха альпийского, может быть, от перепада давления.
Мы вооружены до зубов. Взяли с собой веревки, переоделись. И теперь нам предстоит пройти 2 километра по этой шикарной природе. Я уже потихоньку начинаю приходить в себя. У меня перестает кружиться голова, и я врубаюсь вообще, что это реально со мной происходит. У меня с собой немного вещей. Я взяла телефон, камеры и вещи для скалолазания. Бутылочка воды, чуть-чуть перекусить. И так мы собираемся до вечера провести сегодняшний день. Я нашла незабудки среди всех красивых цветов, которые здесь растут. Где маленькие кабинки. Так мило, мы проходим через ручеек, а здесь кто-то исполняет поделки и продает их туристам. Я только что прошла самый простой маршрут. Вот здесь вот я лазила на вершину и обратно. Было прикольно, очень жарко. Скалолазные ботинки очень жмут с непривычки. Я думаю, что на сегодня достаточно. Может быть, я пролезу 2 или 3, но больше не стану. Я занимаюсь сегодня другими делами, показываю вам красивые вещи. А вы смотрите, ставите лайк и подписывайтесь на мой канал. Блокируй. Опускай. Это похоже на какие-то арабские иероглифы, но на самом деле это название маршрута для скалолазания. Джильо. Очень хороший вид. Всем рекомендую. Шикарные башни от перевала Селла здесь видны как на ладони. А также слева отличный горный массив с частичками снега. Это шикарно просто. Очень болит нога. Прошу, чтобы меня спустили отсюда. У нас возник У нас возник спор, что же все-таки беленькое вон там лежит, снег или пыль, камешки. Мнения разделились. Я считаю, что это камешки, потому что в тени они совсем серые. Я считаю, что это снег. Было бы прикольно думать, что это снег. Но для снега как-то непогода. Дорогие друзья, ответьте в комментарии, как на ваш взгляд, снег это или камешки? Сужен 7:30. Что, ты правда? А сейчас сколько? Без 5-7. Без 5-7? Так мы опоздали, может не пойдем? Пойдем. Уверен? Да, скорее пойдем. Там стопудово снег. Вот там стопудово наша гостиница.
Выглядит это супер нереально. Эти Доломитовые Альпы — это просто нечто. Друзья, я нахожусь в нашей комнате, мы уже вернулись после ужина, я приняла душ и хочу сказать то, о чем все-таки сказать нужно, несмотря на то, что я очень восхищена видом за окном. Дело в том, что ужин у нас должен был начаться в 7:30, вместо этого в 8:30 только начали сервировать на стол. И все было очень странно, потому что мы ждали. Сначала принесли стаканы, потом принесли воду, потом принесли хлеб. Все это растянулось на полчаса. Так и не принесли меню. Оказывается, что здесь, в гостинице, уже включается в эту стоимость завтрак и ужин. К сожалению, я не знала об этих тонкостях и рассчитывала на прям хороший финал сегодняшнего вечера. Однако нам без спроса и без предложений различных принесли сразу всем одинаковые блюда. Хочу сказать, что мы здесь отдыхаем большой группой, наверное, человек 30, но это не экскурсия, каждый едет сам по себе, просто мы все собрались. Макароны в какой-то подливке, сливочный соус с ветчиной. А затем подали горячий хлеб. Горячим хлебом я посмотрела, что итальянцы вымакивали соус, который у них остался в тарелке. Я сделала то же самое, и, в общем-то, было неплохо, вкусно. После этого опять был получасовой перерыв, и было непонятно, то ли мы уже закончили, то ли еще нужно чего-то ждать. Так как я устала, хочу в душ, у меня не было никакого желания долго там торчать. Поэтому я решила зафиналить и попросить десерт. Я никого не нашла, никого не дозвалась. Спустя некоторое время нам принесли картошку фри, уже насервированную, с отбивной. Опять спрашиваю, вы мне можете принести только картошку фри? Они мне говорят, можем с рыбой, можем с яйцом, пожалуйста, только картошку фри. Она была очень соленая, мне пришлось наесться майонеза. Уже как бы впечатление от ужина менялось, не в лучшую сторону, и я стала сомневаться, что хочу десерт. Для девушки десерт, и девушки сейчас меня поддержат и согласятся, это вот то, к чему шел весь ужин. Десерт, он зафиналивает вообще все, что было до этого, и прям вот салют. Никто не собирался давать нам меню, опять же, с каким-то выбором десертов. Десерт был заготовлен всем заранее. Это был бисквитный пирог с цитрусовой крошкой внутри. Конечно же, он был очень вкусный, но я пью десерт с чаем, блин. Почему я такая капризная? Мне нужен был чай. Я спрашиваю, дайте мне чая. А чай в баре. Мы заказали чай в баре, прихожу, кушаю чай, наслаждаюсь пирожком, все очень вкусно, классно. Оказывается, мой чай стоил 2 евро 40. Прибавим сюда по 3 евро за литр воды, и оказывается, что за 2 бутылочки воды, обычной натуральной, и за мой чай мы заплатили 8 евро 40 центезимов. Ребят, ну это сумасшедшие деньги. Мы теперь поняли, на чем живут местные жители. Конечно же, на чае и воде. Чтобы вы понимали, обычная бутылочка воды обычно стоит меньше евро. Здесь же 3. К слову сказать, чай был тоже не ахти, мне просто принесли стакан воды горячей и пакетик с зеленым чаем. Тут стало понятно, что часто к этим ребятам лучше не обращаться, но на данный момент все то, что окружает нас, компенсирует этот недостаток.